Всем привет! Так, у нас второе видео, которое будет посвящено настройке виртуальной машины, которую мы создали. В принципе, здесь тоже все, я думаю, будет понятно. Запускаем нашу виртуальную машину. Те, кто не работал с Linux никогда, кто переживает, что это будет там сложно как-то, непонятно, я рекомендую делать все постепенно. Конечно, нужно постепенно с этим работать, поскольку все сразу понять и узнать невозможно. Отличная возможность поработать в своем темпе, поизучать, посмотреть на команды, как, чего. Постепенно эти команды запомнятся и уже никакую проблему для вас представлять не будут. Как мы знаем, а может быть не знаем, я вам расскажу, рекомендуется не работать из-под рута. То есть root это самый-самый супер главный пользователь, он важнее и главнее супер-супер пользователя, то есть там суда, о котором мы поговорим дальше. И нам нужен пользователь, который может выполнять все важные и нужные функции, но обязательно с запросом, то есть я хочу выполнить какую-либо команду, например, там что-то удалить или убрать что-то важное из системных папок через sudo, через просьбу, то есть через команду sudo, то есть суперюзер. Вот, поэтому нам нужно для этого создать своего пользователя. Каким образом это нужно сделать? Вот я не знаю, как это делать, или я не помню. Что-то с командой какая-то связанная с юзером. Что у нас, какие есть возможности, чтобы понять, туда мы идем или не туда. Вот я помню, что у меня какое-то первоначальное команда как-то называется со слова user. Я пишу user и потом нажимаю клавишу Tab дважды, у меня появляется подсказка, то есть то, что я могу использовать в качестве, что очень похоже на то, что я ввел. Так, Tab касается не только команд, он также касается, например, я хочу посмотреть список файлов, которые хранятся какой-нибудь, вот я написал etc l, и вот не знаю, что же там можно еще посмотреть на букву L. Нажимаю дважды Tab, и он мне показывает, какие файлы там хранятся, ну и так далее. Ну это так, лирика. Итак, у нас вот user. Какие у нас есть возможности? Ну, скорее всего, похоже что-то на user add, да? Но я помню, что у нас еще есть add user. И вот я думаю, какая из этих команд что из этого подходит, что не подходит. Для того, чтобы понять, что вообще содержится, что команда делает, мы можем написать man, и используем user add, например. Нажимаем Enter, и у нас открывается подробная инструкция, то есть мануал о том, что это за утилита и как с ней работать. Ну, в данном случае у нас написано, что это создает нового пользователя или обновляет дефолтную информацию о новом юзере. Вот, значит, все посмотрели, все нас устраивает, все хорошо. Что такое, кстати, можете написать в комментарии, знаете, чем отличается user add от add user. Тоже, возможно, будет полезно и интересно. Ну, допустим, вот я пишу user add, и у меня это будет просто классический админ. User add admin. То есть у нас создалось. Как понять, что у нас все правильно создалось? Мы можем посмотреть на папочку home. Это там, где хранятся ваши рабочие папки юзеров, и там должна быть сейчас папка, точнее не папка, неправильно говорю, директория admin. Смотрим, директория admin. То есть вот мы видим вот здесь у нас D, это означает D, это означает директория. Она создалась, хорошо, но нам нужно также создать пароль. Почему? Вот, например, я сейчас сделаю, посмотрим cat etc pass. Здесь мы благодаря вот этому
В этом файле у нас отражены все пользователи нашей системы в данном случае. И вот самый последний, кто создался, это админ с группой 1000, с группой ID и его директория домашний home admin и оболочка bin bash. В принципе, все, что нам как бы и нужно. И посмотрим etc shadow. Это нам показывает наши пароли. То есть мы видим, что у нас есть пароль от рута, а у админа пароля нет. И как бы в нашем случае это плохо, потому что вот мы будем сейчас заходить захотим зайти под админом, у нас не будет возможности, потому что у нас нету пароля. Ну давайте попробуем сделать так. Из-под рута мы можем зайти, то есть пишем su-admin, он отправляет, то есть мы вот зашли под админом. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-D или Command-D, Command-D, и мы выходим из-под логина. И еще раз, чтобы вообще выйти из-под него. Но если я, например, зашел в машину и хочу как-то зайти в нее, как мы заходим, я вот какой-нибудь пароль от рута пишу, естественно, он не проходит. Вот. И для того, чтобы нам избавиться от этой проблемы, мы делаем password admin и задаем пароль. Вот. А теперь мы зашли, то есть теперь у нас все хорошо, мы можем работать под админом. Но единственное, остался один момент. Смотрите, у нас есть директория такая, ну у нас в Linux очень сильно важны такое понятие, как доступы, права. И вот у нас есть директории, которые являются запрещенными для нашего пользователя. Что это за директории будут? Ну, например, директория root. Такая вот она. И я вот, например, хочу посмотреть, что же там лежит в директории root. Смотрите, я нахожусь из-под админа. А мне пишет permission deny. То есть я не могу, доступ запрещен. А если, чтобы избавиться от этой ситуации, чтобы посмотреть что-то, я должен использовать sudo, то есть суперюзер, sudo. Но в данном случае я не могу его использовать, потому что админ не находится в sudoers файле. То есть мне нужно дать админу доступ к исполнению этой команды. Ну, если мы посмотрим man sudo, то мы увидим sudo, sudoed, то есть execute команд, как другой юзер. В данном случае как юзер, как root, потому что для групп sudo есть, благодаря sudo мы расширяем права обычного пользователя до прав рута. Вот. Для чего? Так, чтобы нам вот это вот провернуть, чтобы нам дать доступ sudo. Ну вот я опять под рутом зашел, мы сейчас посмотрим, я сейчас, например, сделаю ls-root. Ну, конечно, он покажет мне содержание файла. Настройки sudo. Мы видели в ошибке, у нас было написано, что он не в файле sudoers. Давайте посмотрим, что это за файл. Мы используем утилиту cat. Ну или ладно, давайте nano, текстовый редактор nano, который нам позволит открыть содержимое файла. Он находится в etc sudoers. Посмотрим, что у нас sudoers и sudoers-d. Нам нужен sudoers. Вот видим такой большой файл. Много всего закомичено. Так, что нас тут волнует? Нас волнует. Вот, смотрим. То есть allow root to run any commands anywhere. То есть запуск любых команд везде из-под рута, любых команд везде можно из-под рута запускать. Дальше у нас есть группа will, которая наделяет нас способностью рута. Подобную настройку нам нужно указать для админа, но не в этом файле. Этот файл трогать не рекомендую, потому что у нас есть, то есть это как бы безопасность. Видите, у нас внизу написано include directory sudoers-d. То есть все файлы, которые находятся в sudoers-d, эти правила будут применяться просто
правилу суда. Но это обезопасит, так как мы не ломаем системный файл, который был сгенерирован, создан, а мы делаем свой и можем делать с ним, что хотим. Так, ну по поводу nano, что я тут сделал, видите, внизу команды, вот эта вот стрелочка обозначает Ctrl, либо такую же кнопку, клавишу на macOS, значит, зажатый Ctrl и нажатый какая-либо из этих клавиш. В данном случае я зажимаю Ctrl и нажимаю X. Все, мы выходим. Если вы вносили какие-то изменения, то у нас будет, значит, там что-то я внес, нажимаю Exit и пишет, что сохранять ли изменения или не сохранять. Ну, в данном случае, конечно, нет, поэтому я нажимаю N. Итак, давайте мы теперь перейдем в директорию и здесь сделаем файл admin. И здесь пропишем, то есть у нас для админа all, для всех групп мы делаем all. То есть мы все для всех, везде вот все вот так вот прописано. Как конкретно там что прописать, можете тоже погуглить. То есть так это будет работать. Но я лично не люблю и не рекомендую, ну это мое личное мнение, писать no password там. Ну, поскольку вот эта команда noPassword, она позволит пользоваться sudo без выполнения пароля, а как бы немножко в этом смысле теряется тогда безопасность, то есть мне лучше вот лишний раз обратить мое внимание, что мне надо пароль ввести, вдруг случайно нажал не ту команду. Вот, мы, значит, все ввели, посмотрели, значит, все это у нас есть. Ну и давайте теперь зайдем под админом. Проверим, что у нас также нет доступа. Sudo ls root admin. Все, теперь доступ есть и по паролю мы зашли. Ура! Теперь будем работать всегда постоянно из-под админа. Итак, следующее, что нам нужно сделать. У нас есть необходимость в том, чтобы получать файлы из рабочей машины. То есть, например, удобно в IDE-шке там какой-нибудь или в Sublime Text сделать скрипт, там его проверить, например, и закинуть на виртуальную машину. Если у нас есть такая возможность, почему бы и не пользоваться? Вот, поэтому я предлагаю, ну или, например, мы отчеты в Allure создали и хотим их сразу там, не знаю, перекинуть куда-то в другое место, ну, условно. Поэтому мы настроим сейчас sharing folder, sharing directory, sharing folder. Что нам для этого нужно? Ну, конечно, нам здесь нужно будет много чего установить. В первую очередь, давайте сейчас немножко сделаю другой вид. Итак, что нам нужно сделать в первую очередь? У VirtualBox есть такая как бы, ну, установка так называемого Guest Editions, то есть это некий набор плагинов, приложений, который позволяет интегрироваться вот с виртуальной машиной, хостом более тесно. Если не вдаваться там в дебри, нам установка вот этой вот программы с этими драйверами и прочими вот этими элементами позволит сделать шеринг папки. Поэтому мы ее вот здесь вот нажимаем, выбираем, чтобы в диск она попала. Если у вас ее нет, вам, наверное, нужно будет посмотреть, каким образом ее получить там или скачать. Вот, просто когда я устанавливал VirtualBox, она у меня была уже сходу как бы была скачана. А может быть и нет, давно ставил, забыл, честно говоря. Так, давайте сделаем поменьше экранчик. Теперь, что нам нужно сделать? Здесь у нас есть вот это все дело в CD-ROM. И нам нужно сейчас, вот эти все девайсы и прочее, они хранятся у нас в директории dev, то есть devices. И вы можете заметить, здесь вот у нас есть папочка CD-ROM. И нам нужно
ну, допустим, мы создаем директорию CD-ROM. Видите, я под sudo надо сделать, под sudo. Так, сделали. Так, CD-ROM у нас есть. И нам нужно примонтировать CD-ROM из девайса в CD-ROM в папке, чтобы у нас, то есть, сложно объяснить. Ну, давайте так, нам нужно взять данные из диска и положить их себе в тачку, чтобы мы могли все это дело установить. Вот, мы напишем mount dev cd-rom. Сделали, и теперь посмотрим, что же у нас лежит в CD-ROM. В CD-ROM у нас лежит много появилось файлов. И важный файл у нас vbox linux editions run. И нам нужно его запустить. На самом деле сейчас после запуска у нас, скорее всего, будут ошибки. И как раз посмотрим, там будет не хватать пакетов, которые необходимо установить. Ну, я заранее их не стал ставить, потому что вдруг вы, возможно, можете столкнуться с какими-то еще более такими другими какими-то проблемами, пакетами, там, я не знаю, может, вы Ubuntu решили поставить. Вот, ну, там будет информация, пока посмотрим, как можно будет ее найти. Итак, значит, мы получили наши файлы, то есть CD-ROM, окей, у нас все есть. Теперь нам нужно запустить VB Linux Editions Run. Соответственно, вот это запускается просто. Мы делаем CD-ROM, vbox, Linux, и все через таб, даже ничего не надо записывать. Ну и помним, что это нам нужно выполнять от лица sudo. Делаем установку и ждем скорейшего сообщения о том, что все упало, все пропало. Вот следующее сообщение. То есть здесь у нас говорится о том, что vbox guest зафейлился, и в лог-файле можно посмотреть информацию. Ну, давайте посмотрим. Я предлагаю выбрать последние 50, то есть tail host, последние 50 строк из файла var log vbox add setup log. Так, и посмотрим, что у нас значит, что это значит. Ну, кто его знает, что это значит. Мы с вами тут занимаемся первый раз. Не знаю, давайте посмотрим vbox test failed. Значит, все там зафейлилось. И что у нас тут есть? Вот мы видим, что какие у нас не хватает пакетов. Так, ну я на память помню, что я точно устанавливал GWC, make, kernel devil. Да? Дальше посмотрим. Ну давайте установим. Установщик наш YAM называется в Ubuntu это apt. Так, install GSC, kernel devil, make, и сделаем flag Y для того, чтобы, то есть, когда мы там что-то устанавливаем, у нас частенько YAM спрашивает, точно установить, там нашлось то-то, то-то. Хотите установить или не хотите? Надо нажать Y или там Y или N. Вот, ну можно установить флаг Y и сразу все будет устанавливаться. Вот у нас пошел процесс. Кто-то говорит, что после всех этих установок... забыл, надо было YAM апдейт сделать. Сейчас сделаем. Кто-то говорит, что после этих установок нужно делать ребут. Кто-то говорит, не нужно. У меня без ребута вроде работало. Но если сейчас не сработает, ребутнем машинку. Как бы в этом, я думаю, сложностей никаких не будет. Ну, пакетов много, они такие системные, условно kernel, то есть у нас что-то это ядро, там что-то невозможное. Как бы в глубину, то есть конкретно что там с чем связано, я, честно говоря, сейчас не скажу сходу. И я не думаю, что оно
обязательно нам на данном этапе это знать. Ну, для как бы общего расширения кругозора всегда полезно. Так, я из-за масштаба не увидел. Все, значит, complete. Давайте сделаем повторно установку. Вот, смотрите, сообщение, что у нас look at. Посмотрите в наш, опять-таки, setup log и найдите, что пошло не так. Что-то вот пошло не так. Что же пошло не так? Сейчас мы посмотрим еще разок. Тут уже побольше информации. И тут написано, что, пожалуйста, установите либо elf, либо elf devil или elf utils и вот это вот все, либо elf devil. Ну и давайте, вот то, это то, что мы не доустановили. Ну давайте доустановим, почему бы и нет. Кстати говоря, нам нужно же update сделать, потому что, ну, а у нас уже все заапдейчено. Так, ну давайте, что у нас где? Elf utils. Ну у нас, видите, уже немножко подтормаживает. Lib elf devil. Devil. Все тоже установилось. И повторную делаем запуск нашего VirtualBox Linux Editions Run. Так, у нас опять что-то пошло не так. Но мы посмотрим, пошло ли реально что-то не так, или это просто... Так, давайте посмотрим, что там есть. Ну и мы видим, что он просто не находит Xwork или Xfree86. Пропущен, то есть это скиппинг, оно как бы у нас все окей. Должно быть у нас все окей. Что нам надо сделать следующее? Следующее... Так, мы, во-первых, надо выйти из полноэкранного режима. Надо выходить. Так, это сразу мы закроем. Из полноэкранного режима вышли и переходим в настройки виртуальной машины. Давайте сюда чего-нибудь прикрутим. Так, мы выбираем, что нам нужна папка, которая для нас будет вот это shared folders. Давайте здесь ее создадим. В данном случае у меня фантазии не очень будет. Здесь обязательно назовите ее иначе, чем ваша папка. То есть, например, просто shared. Давайте автомаунт оставим. Но, в принципе, мы это все пропишем еще. FaceTab файл. Ну, в общем, неважно. В общем, сделали. Окей. Давайте посмотрим, появилась ли она у нас. По идее, она должна быть в медиа. Так, SF shared. Permission deny. Мы что, ничего не положили. Давайте положим. Так, ради... тест. И напишем... ладно, не будем так писать. Hello world. Пусть будет. Так. То есть эта директория... Владелец директории может что-то делать. Владелец группы. Вот. Все остальные не могут ничего делать. То есть писать, читать, писать и выполнять. Группа у нас VBox SF и пользователь root. В принципе, я мог бы добавить админа в группу VBox XSF. Вот, но я не буду этого делать. Мне, в принципе, это не нужно. Теперь нам нужно что сделать? Нам нужно примонтировать нашу папочку shared folder в мою директорию, в домашнюю. А где же у нас лежит домашняя директория? Видите, я админ sandbox. Если мы выполним следующую команду, он покажет, где мы находимся.
Вот этот значок тильды, по-моему, тильда называется, он, если нет, то напишите в комментарии. Он нам указывает на то, что мы в данный момент находимся в домашней директории данного юзера. То есть, например, я там сейчас зайду в какой-нибудь вот такую директорию. Посмотрим, что я тут. Да, то есть я в etc libnl. И тут написано, указано, где libnl. И дальше я, например, делаю таким образом, оп, и попадаю в директорию tilde. Ну, как бы тут же есть какая-то папка, почему тут не написано home admin? Но она не написана именно потому, что это является корневой директорией для домашней, главной важной директории для конкретно этого user admin. Если я зайду под рутом, то, видите, у меня сразу папочка превращается в админ. А тут превращается в рута. Ну, то есть, точнее, я вот так сделаю, pvd home admin, и у меня показан админ. Выходим из-под рута, снова pvd, home admin, но у меня тильда. Так что запомните, тильда ваша домашняя директория. Ну, кто знает Linux, понятно, можете нажимать на стрелочку вот эту вперед, она там промотает лишнюю для вас информацию. В общем, смотрим, что у нас здесь есть в этой папке. В этой папке ничего, кроме системных файлов. И мы должны добавить сюда что? Правильно, нам нужно сюда добавить, создать нашу директорию, к которой мы все это примонтируем. С фантазией, как я уже говорил, в плане названия директории у меня не очень, поэтому я называю shared folder. ls, shared folder, у нас что-то у нас есть, тут у нас тут нет ничего. А должно быть что? Должен быть текстовый файл. Поэтому что нам нужно сделать? У нас уже есть место, где у нас он лежит. Он лежит у нас по пути. Кстати, посмотрим через утилиту dfh. И мы видим вот shared, файл system shared. Она у нас вот сколько гигабайт содержит размера. Использована свободно и хранится она. Она сейчас примонтирована, то есть это shared. Она примонтирована к media sf shared. А мы ее сейчас перемонтируем к себе в нашу домашнюю директорию. И для этого мы делаем sudo. Давайте сейчас я выйду так. Мы делаем sudo mount. Здесь мы указываем формат файловой системы, тип файловой системы. Далее мы указываем shared, то есть название, что мы монтируем, и указываем дальше куда. В принципе, можно через тильду делать, то есть типа такого. Ну, я для ясности напишу полный путь. Shared folder. Сделали. Теперь магия. Мы смотрим shared folder, и у нас там лежит текст. И посмотрим содержимое этого. И там hello world. А если мы используем и напишем какую-нибудь кракозябру, то и так, то есть так, да, у нас, значит, она изменилась. Или даже мы сделаем так. Мы возьмем, зайдем в папочку, сделаем move. Из test.txt мы сделаем test sh. Вот у нас sh расширение получилось. И давайте посмотрим в реальную директорию. О боже, у нас все изменилось. Какая прелесть. То есть все работает. Я думаю, что работа проделана очень хорошая, замечательная, но немножечко не до конца. Дело в том, что, скорее всего, но так как у нас стоит автомаунт, скорее, наверное, может быть, ничего не отвалится. То есть давайте еще раз. При перезагрузке у нас примонтировалась директория, она ведь подсветилась таким образом. Я не знаю, будет ли она как-то отмечаться. Не, никак. Она
указано, видите, ее права, то есть она, директория рутовская целиком и полностью, но она у нас имеет доступ на чтение, запись, исполнение как для юзера, как для пользователя, для группы пользователя и для всех остальных. Ну, в принципе, это нам особо мешать не будет, но если будет мешать, вы можете изменить. Если это нам будет мешать в будущем, то в принципе, продемонстрирую, как и что можно в этом плане изменить. Ну, как вы видите, я без проблем как бы, с ней работаю, будучи под админом. Но теперь нам нужно, вы можете погуглить файл etc fs tab. Это файл, который нам поможет зафиксировать монтирование директории в нашу машину, чтобы при перезагрузке у нас ничего не ломалось. Давайте сделаем это. Все это делается достаточно просто. Мы здесь указываем сначала что мы монтируем, то есть shared мы монтируем, точку, вот эту вот shared. Далее мы показываем, куда фолдер. Далее указываем, как там, webbox sf, то есть тип этой системы файловой. Далее, ну, настройки, как бы я не буду вдаваться в подробности, также выставлю дефолт, и по нулям также выставлю. Вот, в принципе, ну, как бы это интересная, полезная информация, тоже можете погуглить. Далее нажимаем Ctrl-X и Yes, мы сохраняем. И у нас Permission Denied, черт возьми, потому что я забыл указать перед nano sudo. И снова повторяем урок. Ну и давайте теперь сделаем ребут нашей виртуальной машины, чтобы убедиться, что у нас все сохранено. Так, shared folder и тест. Все отлично у нас работает. Все супер. Я всех поздравляю. Но последний штрих. Так, выключим нашу машинку и сделаем. Так, значит, у нас опишем, что у нас, значит, за снапшот. Так, что у нас там еще мы сделали? Так, это все, ну, из таких понятных, то есть это вот все самый вот готовый ход для работы, это, можно сказать, дефолтный. В принципе, мы здесь все настроили, все, что нужно. В следующих видео мы заберем наш проект мы создадим SSH ключи, подключимся к нашему GitLab, заберем из GitHub, скачаем проект на нашу виртуальную машину, потом закоммитим изменения, ну, точнее, там немножко изменим сам фреймворк для того, чтобы он спускался. Вот. Ну, какой-то в таком ключе будем дальше работать. Поэтому спасибо. Приведите свои мысли в порядок, выпейте чай, кофе и обязательно возвращайтесь.